Продолжаем курс изучения болгарского языка и напоминаем, что теорию видеокурса вы сможете закрепить на практике с помощью упражнений, значительная часть которых находится на нашем сайте в открытом доступе. Желающие пройти более интенсивное обучение смогут приобрести полный курс упражнений, а также дополнить его занятиями по скайпу с нашими опытными преподавателями, носителями языка. Дательные формы личных местоимений. Рассмотрим пример. Мария отговаря на Иван, Мария отговаря на него. Мария отвечает Ивану, Мария ему отвечает. В данном примере на Иван является непрямым дополнением, которое может быть заменено дательным местоимением на него. Соответственно, дательные местоимения – это местоимения, которые заменяют собой непрямые дополнения, то есть дополнения с предлогом. На этом слайде перечислены глаголы, которые идут с непрямыми дополнениями. Мы подробно на них остановимся в 10-м уроке курса А2. Разумеется, предложенный список является далеко не полным. Поэтому в других случаях мы предлагаем обращаться к словарю на нашем сайте. Например, справка по глаголу «отговарям». Мы видим, что с этим глаголом идет дополнение в дательном падеже. Отговарям на Иван, отговарям му. Отвечаю Ивану, отвечаю ему. Дательные местоимения бывают полными: на мен или на мене, на теб, на тебе, на него, на нея, на нас, на вас, на тях. И краткими: ми, ти, му, и, ни, ви, им. Пример использования полной формы. Мария отговаря на мене. Мария мне отвечает. Краткая форма. Мария ми отговаря, отговаря ми. В настоящее время утверждение. Полная форма. Мария отговаря на мен, на теб и так далее. То есть местоимение стоит за глаголом. Краткая форма. Если есть подлежащее, местоимение стоит между ним и глаголом. Мария ми отговаря. Если нет, то после глагола. Отговаря ми. Рассмотрим примеры. Петър отговаря на учителя. Петър отговаря на него. Петър му отговаря. Петр отвечает учителю. Петр ему отвечает. Вопросительное предложение. Мария отговаря ли на мен, теб и так далее. То есть полная форма стоит после глагола и частицы ли. Аналогично и краткая форма также будет стоять после глагола и частицы ли. Мария отговаря ли ми? Отговаря ли ми? Петър отговаря ли на учителя? Петър отговаря ли на него? Петър отговаря ли му? Отвечает ли Петр учителю? Отвечает ли ему Петр? Отрицание. Мария не отговаря на мен. Полное дательное местоимение стоит за глаголом. В отличие от этого, краткая форма стоит между частицей «не» и глаголом. Мария не ми отговаря, не ми отговаря. Петър не отговаря на учителя. Петър не отговаря на него. Петър не му отговаря. Петр не отвечает учителю. Петр ему не отвечает. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangeschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!